Медиазона опубликовала исследование, которое заслуживает гораздо большего внимания, чем получает. В руки журналистов попал отчет о выплатах погибшим наемникам Пригожина, из которых следует, что захват Бахмута стоил группировке не менее 19,5 тысяч человек. Да, Пригожин и сам говорил о 20 тысячах погибших. Но проблема здесь в том, что Пригожин брехло. Он легко произносил вещи, противоречащие сами себе. Он всю карьеру построил на обмане и мистификации. В тот момент, когда Пригожин говорил о потерях, его противостояние с Минобороны достигло наибольшего накала. В тот момент у него был резон максимально завышать потери. Ведь согласно канону пригожинской вселенной, повинны в этих потерях Шойгу и Герасимов, которые оставили Вагнер без боеприпасов, прикрытия, обеспечения и поддержки. Но все же, даже при всем при том, что мы знаем о российской армии, потерять на пятачке фронта, который в Google картах с лупой не отыщешь, 20 тысяч одних только наемников, это звучит несколько безумно. Это слишком много для нескольких десятков квадратных километров. В мире есть государства вроде Тувалу и Науру, где вдвое меньше вообще все население. Теперь же, благодаря медиазоне, благодаря людям с настоящей репутацией, мы понимаем, цифры, озвученные Пригожиным, реальны. Он нисколько не преувеличивал, и это показывает смета по выплатам компенсации на 108 миллиардов рублей. Пригожин врал относительно пропорций, врал, что наемников и зэков погибло поровну, но в цифрах абсолютных был предельно точен. Прежде чем начнем ролик, небольшое объявление. Завтра, 12 июня, «Дождь» и другие российские независимые медиа и YouTube-каналы проводят второй марафон солидарности с политзаключенными «Ты не один». Весь день мы будем рассказывать о людях, которых государство преследует за их гражданскую, политическую и антивоенную позицию. Мой час будет с 16 часов по Москве. Если вы хотите поддержать инициативу крупным пожертвованием, обязательно свяжитесь с менеджером в описании. Крупные пожертвования мы будем использовать, чтобы стимулировать сбор на моем часе. То есть мы будем говорить, что то, что вы пожертвуете, крупные жертвуете удвоит. Для правозащитных сборов у нас имеется книжка Бориса Немцова «Исповедь бунтаря». Она до сих пор лежит у меня в Москве на складе. И мы дарим эту книжку тем, кто делает большие пожертвования в поддержку политзаключенных. Поэтому за донат от $500 вы получите эту книжку. Больше ее взять негде. Такой эксклюзив. Кто хочет поучаствовать, пишите менеджеру по ссылке в описании. Это поможет. Теперь начинаем. В Бахмутской мясорубке, как операцию по простоте душевной назвал сам Пригожин, погибло более 19,5 тысяч человек. 17 тысяч из которых помилованные Путиным зэки. Эти цифры дают повод обсудить сразу несколько вещей. Всякий раз, когда очередной помилованный Путиным зэк кого-то убивал или насиловал на гражданке, когда бывший вагнеровец носился с топором за соседями, всякий раз мы задавались вопросом, в каком же похмельном угаре можно было выдумать такую систему? Как государство могло своими руками сделать тюремные стены прозрачными, отменить уголовное правосудие? Ведь последствия были очевидны абсолютно любому человеку, достигшему 10-летнего возраста. Десятки тысяч зэков, которых разом повыпускали из колонии и обучили воевать, мгновенно станут большой проблемой. Ответ оказался до предела банальным. Зэков выпускали не на волю, а на тот свет. Если на таком крошечном пятачке Пригожин положил 17 тысяч помилованных, то не поссорься он с Минобороны, пойди он воевать дальше, через полгода не осталось бы в живых ни одного из 50 тысяч тех, кого Пригожину разрешили забрать из колоний. Видимо, кому-то эта схема показалась дьявольски гениальной и в их терминологии и понимании совершенно безотходной. Мол, нет причин переживать об убийцах, гуляющих на свободе, если убийцы на свободу эту никогда не вернутся. Мы догадывались, в общем, что план примерно в этом. Хотя выглядел он каким-то слишком людоедским. Но по цифрам видно, что все буквально так и есть. Пригожин просто грохнул каждого 20-го сидельца в России. Не из тех, кто к нему пришел, а вообще из всех, кто в России сидел. За преодоление нескольких километров. Мы позже, к годовщине Пригожинского мятежа, сделаем ролик, где все это подробнее обсудим. Пока нужно сказать, что поражает здесь даже не само людоедство само по себе, а его совершенная инфантильность. Собрать вместе и вооружить самых опасных людей в стране, передать полную власть над ними такому же уголовнику и надеяться только на украинские пулеметы с химарсами. Что же могло пойти не так? Как все эти вояки оказались на пути в Москву? Причем никакого запасного плана на случай, если эта свистопляска решит пойти как-то не так, просто не было. Проговорим еще один момент. Названные цифры показывают нам, насколько же мы недооцениваем масштабы российских потерь.
В категории заключенные той же медиазоны, которая считает потери по публичным некрологам, числится чуть меньше 11 тысяч человек. Это все заключенные, воюющие с российской стороной. И те, кого Пригожин успел навербовать до февраля прошлого года, когда для Вагнера закрылись колонии, и те, кого из всех возможных мест лишения свободы уже 1,5 года активно пылесосят Минобороны. Но при том, что некрологи, собираемые медиазоной, покрывают намного большую выборку, в их списке значится чуть больше половины от того количества, которое угробил только Пригожин и только в одной операции. Хотя по отрывистым сведениям, которые проникают в паблик, мы точно знаем, регулярная российская армия использует зэков в отрядах «Шторм-З» и «Шторм-В» ровно так же, как это делал Пригожин. Использует их с задачей убить всех до единого. Причем зэки Пригожина имели призрачный шанс прожить полгода на фронте и обрести свободу. Теперь такой опции нет. Теперь зэки служат на тех же условиях, что и контрактники. Теперь уехать на гражданку они могут либо тяжелыми инвалидами, либо в гробу. Список Пригожина демонстрирует нам, насколько умозрительны любые цифры на этой войне. Когда мы видим подсчитанные по публичным некрологам 54 тысячи погибших, эта цифра ничего не говорит нам об общем масштабе потерь. Она показывает только, сколько некрологов удалось обнаружить. Это минимальная цифра. Если одна единственная операция на одном участке фронта унесла больше трети от подсчитанного в целом, то реальность может быть гораздо более чудовищной, чем мы можем вообразить. Это повод поговорить и о других цифрах. Самая горячая дискуссия сейчас идет вокруг рекрутинга новых солдат в российскую армию. В каком количестве она их нанимает. Дискуссия не праздная. В зависимости от того, в какие цифры мы верим, можно делать разные прогнозы относительно рисков новой мобилизации. Если мы верим цифрам Дмитрия Медведева, у которого войска каждый день получают по 1000 новых рекрутов, а это на минуточку целый новый полк, то перспективы мобилизации на горизонте пока не видно. Бригада в 3 дня, дивизия за 2 недели, новая общевойсковая армия за полгода. Это либо на грани, либо вообще за гранью того, что армия в принципе способна переварить. Бюрократически обрабатывать, готовить, вооружать, перемещать людей в таком количестве, тут и безо всякой мобилизации армия просто захлебнется. Но есть с такой версией проблема. Она абсолютно нереалистична. При таком темпе найма российская армия не должна знать никаких бед с дефицитом личного состава. При таком темпе найма наступление в Харьковской области не может встать просто потому, что неким его форсировать. С таким темпом найма губернаторы не проводили бы панических совещаний, требуя от бизнеса сдать своих сотрудников. Не повышали бы каждый месяц единоразовые выплаты и прочие бонусы за подписание контракта, постепенно переходя отметку в 1,5 миллиона. Такой темп найма в конечном итоге был бы попросту заметен. 30 тысяч человек, уходящие в войска за месяц, даже если рекрутируемые размазаны по всей стране, это то, чего не скроешь. Это массовое общественное движение. Ничего похожего мы не видим. Наконец, коли у вас все так хорошо с набором, нет никакой нужды устраивать отвратительные сцены с облавами на призывников. В принципе, призывники-то в такой ситуации вообще не особо-то и нужны. Заявленным количеством народа можно насытить и фронт, и самый глубокий тыл. Но облавы происходят. Мы видим, с каким отчаянием все регионы, включая даже Москву, что недавно было совсем немыслимо, любой ценой пытаются выполнить план по призыву. Хотя, если верить цифрам, которые приводит Медведев и которые повторяет Путин на Петербургском экономическом форуме, военкоматам должно быть вообще не до призывников. Все силы должны идти на обработку добровольцев. Но нет, свободного времени у военкоматовских столько, что они могут персонально выслеживать людей с отсрочками по здоровью. Очень многие, включая западных экспертов, в баснословные цифры рекрутинга верят. Хуже всего то, что в них может верить и сам Путин. Он может быть свято убежден, что на фронте станет на 100 человек больше, если сотню мобилизованных, которые и без того уже на фронте, какой-то регион соблазнил подписать контракт. Но это не так. Неадекватное представление об армейских ресурсах приводит к неадекватным решениям. Например, к решению наступать на Харьков. Если тебе кажется, что люди конвертируются в солдат сплошным потоком, такое решение выглядит рациональным в рамках извращенной путинской логики, конечно, но рациональным. Так в чем же кроется главная опасность? Мы начали с того, что потери российской армии, видимо, в разы превышают те, что мы могли себе представить. И при этом темпы пополнения российской армии, видимо, сильно ниже, чем представляют люди, которые отдают ей приказы. Люди эти, а именно Владимир Путин, очень не хотят мобилизацию.
Мобилизация приносит больше рисков и нестабильности, чем какие угодно военные проблемы. Но когда ты занимаешься любым делом, особенно войной, очень слабо представляя себе собственные ресурсы, в любой момент может оказаться, что пришел новый сезон жареного петуха. Что реальность не спрашивает, чего ты там хочешь, она просто есть. В любой момент окажется, что повышение выплат перестало работать. Что все, кто хотел рискнуть буйной головушкой, уже уехали под часов яр. А те, кто не соблазнился миллионом, не соблазнятся и 5. Что солдаты гибнут тем быстрее, чем больше идет западного оружия Украине, а новых не появляется. Что мобилизованные осенью 22 года уже так долго сидят на фронте, что утратили всякую боеспособность. Что для продолжения войны нужны настоящие солдаты, а не выдуманные в отчетах. Причем нужны в огромных количествах и прямо сейчас. Самая главная опасность тут в том, что если такое озарение и придет, то придет внезапно. Все пытаются предсказать решение Путина по публичным новостям, ждут большого инфоповода, под который можно подвести то самое непростое решение. Но картина в голове, которая эти решения принимает, может быть совсем иной. Мы не знаем, когда до этой головы дойдет, что искомая его цель, то есть воевать без конца, решается только вливанием радикально большей людской массы в войну. Но мы понимаем, что такое решение обязательно будет принято. Просто потому, что нельзя все время жить в плену фантазий. Строчки отчетности не стреляют и пушки не наводят. С каждым днем мы все ближе к моменту, когда решение снова похватать людей станет не опцией, а неизбежностью. Вывод тут простой. Война – механизм перемалывания людей. Ими война буквально питается. Цифры потерь и набора новых солдат – это важная информация, а не новости ради новостей. Информация эта при адекватном управлении должна показывать, когда на войне снова понадобятся люди. Из тех цифр, что у нас есть, однозначно следует: людей война пожирает варварски, а новых желающих накормить ее собой точно не хватает. Значит, опасность не миновала. Она продолжает висеть над российскими гражданами и рано или поздно обязательно рухнет нам всем на голову. Самое дурное персональное поведение в данном случае – решить, что самое страшное уже позади, что советы по безопасности, по тому, как уберечь себя от службы, которые все так жадно искали 1,5 года назад, ныне уже не актуальны. Друзья, мы с вами внутри очень большой войны, которую собираются вести долгие годы, расслабляться нельзя. У вас должен быть план на случай, когда война до вас доберется, потому что она доберется. Когда закончат убивать тех, кого уже похватали, подкупили и из тюрем освободили, пойдут за новыми. До завтра.